Jai Ma. So it's a beautiful day today, a day of great amnesties when many past errors are effaced. Великий день, когда великого освобождения, амнистии в каком-то смысле, что все огромные, даже большие очень ошибки прошлого могут быть стерты. So the theme is surrender, and it reminds me of a little game I have played with people. И тема – это самоотдача, верение себя божественному. И это напоминает мне о небольшой игре, в которую я играл. So when we go to the divine, we have our wish list, and I ask, or we can ask ourselves that what would we ask or do if we stood before the divine? If 10 things we could ask, what would it be? У нас всегда есть большой список желаний, когда мы обращаемся к Божественному. Я всегда спрашиваю, вот если вы стоите прямо перед Божественным, какие бы 10 вещей, список, о чем бы вы попросили? Then we can shorten the list and say, okay, divine is in a hurry. What about 3 things if we have to ask, what will we ask? 3 things. Yes. Потом я спрашиваю, вот оказалось, что там Божественный куда-то торопится, и поэтому надо побыстрее. Вот если 3 вещи, о чем бы вы попросили? Then we can compress it to 1. И потом можем ужать список до 1 пункта. And the final is that supposing we knew that next moment we are going to die, and one thing we can ask or one gesture we can make to the divine, what will we do or ask? И, наконец, вопрос, если это наш последний миг, то о чем бы мы в этом теле, о чем бы мы попросили Божественный, или какой жест мы бы совершили? And we see that all our priorities change from 10 to 3 to 1, and this one moment, priorities change. Мы увидим, что по мере сокращения этого списка, перехода к такому последнему моменту, наши приоритеты сильно меняются. What we will ask at that one moment is the most precious thing of our life. И то, что мы попросили бы вот так в последний момент, это самое ценное, что есть в нашей жизни. And to me it seems the most sensible thing to do if you have one moment with the divine is to give yourself completely, to surrender. И для меня лично то, что более всего имело бы смысл, это в такой момент, если у нас лишь миг перед Божественным, это тотально вериться Божественному, тотально отдать себя в руки Божественному. Surrender implies a twofold process. One is that we take the resolve of giving ourselves to the divine. Процесс самоотдачи, вот этого верения себя Божественному, имеет 2 аспекта. Один из них это то, что мы веряем, отдаем свое эго Божественному. It can take different forms. One form being that from now onwards I belong to you. И это может выражаться в различных формах. Одна из таких форм это когда мы говорим, что с этого момента я принадлежу тебе. And the other side of the process is that the divine also accepts us and says, all right, you belong to me. А с другой стороны,
можно сказать, что Божественное со своей стороны принимает нашу самоотдачу и говорит: хорошо, с этого момента ты принадлежишь мне. And He belongs to us. И Он принадлежит нам. In one of the letters to Champaklal, Sri Aurobindo writes, the divine gives himself to those who give themselves to the divine. For В them, одном из к своему близкому ученику Чампаклаву Шри Ауробиндо написал: Божественное отдает себя тем, кто отдает себя Божественному. for them the seas of light, ananda, love, and everything else Для них океаны света, ананды, любви и все остальное. After all, if we are in front of the divine, what shall we ask but ask Him, be with me? И в итоге, если мы оказываемся прямо перед Божественным, что же мы можем попросить у Него? And may, Что нам стоит попросить? Это, конечно же, Его самого. Будь со мной. and make me conscious of His presence. И сделай меня сознательным в отношении себя, своего присутствия. Даруй мне возможность, способность осознавать Тебя со мной. This act of giving oneself to the divine is the core of surrender. И это действо, когда мы отдаем себя Божественному, это сама суть It, этой самоотдачи. it implies that my destiny and all of me now belongs to the divine. Это означает, что теперь вся моя судьба и весь я принадлежу Божественному. From that time onwards, whatever happens to us is the divine's concern. С этого момента, что бы ни происходило с нами, это все лишь дело Божественного. Meaning thereby that surrender implies trust in the divine working. И это означает, что эта самоотдача в линии себя Божественному означает доверие Божественному, вера в Божественную работу, в Его труд над нами. It implies faith that whatever happens in my life from this point onwards, I have given myself to the divine, and whatever happens is for good. И эта вера означает такое отношение, что с этого момента, что бы ни происходило со мной в моей жизни, все это совершается Божественным, и все это мне во благо. And here we must distinguish between the temporary apparent good and the lasting good, the soul's good. И здесь нужно понимать различие между тем, что кажется хорошим в настоящий ограниченный момент времени, и тем, что является поистине по-настоящему хорошим для души и является перманентно таковым благом для души. It means living with faith in the grace. Это означает жить с верой в божественную милость. And seeing everything as grace. И видеть все как божественную милость. Not only the rain and the thunder, the clouds, the sun, the winter, everything with the eye of faith we see as grace. И дождь, и солнце, и лето, и зиму, и тучи, и ясную погоду, все мы видим глазами души как проявление божественной милости.
So surrender goes with faith and it also goes with courage. Самоотдача сопровождается верой и, конечно же, неотъемлемая для самоотдачи смелость, отвага. It requires a tremendous courage to have faith and to surrender to the divine. Чтобы совершить такую самоотдачу Божественному, чтобы иметь такую веру в Божественную милость, для этого нужна огромная смелость. Because we do not see him immediately, Поскольку первоначально мы не можем сразу же видеть его, so for quite some time it means we are hanging in the air with nothing tangible and yet with a thread of faith. и это означает, что на протяжении какого-то времени мы можем оказаться как бы подвешенными в воздухе, когда не на что опереться, поскольку мы не видим непосредственно Божественного, еще не можем ощущать его. Но мы должны держаться за ниточку веры. Only the truly courageous, the heroic, can make this act of surrender. И только те, кто по-настоящему смелы, кто обладают героической натурой, могут совершить эту самоотдачу Божественному. And with this all-encompassing faith comes also gratitude. И с этой всеобъемлющей, всевключающей в себя верой приходит и чувство благодарности. And since the journey is long, surrender also implies endurance and perseverance. И поскольку наше духовное путешествие, странствие – это долгий путь, то самоотдача также требует выдержки, стойкости, упорства. These are the 5 pillars that support the movement of yoga, of which surrender is the central. Это те столпы, которые поддерживают йогу, это величественное сооружение йоги, и центральный из них – это самоотдача. And the other 4 are faith or trust and confidence in the grace, И помимо самоотдачи, еще один такой столб, опора – это вера, доверие и уверенность в том, что все совершается только по милости Божественного. courage or aspiration, which makes us move forward, Это смелость или стремление, которое побуждает нас двигаться вперед, стремиться вперед. that feeling of gratitude which accompanies devotion, Чувство благодарности, которое сопровождает эту преданность, любовь к Божественному. gratitude for the fact that the divine exists, that he has brought us to the path, that he has opened the door for us, and life has become meaningful. И это чувство благодарности за то, что Божественный существует, что Он с нами, что Он открыл для нас эту дверь, и благодаря Ему наша жизнь обрела высший смысл. And finally, endurance, which helps us cultivate equanimity. So, these are the 5 pillars that support the movement of yoga, with surrender being the central core. И пятая опора, пятый столб йоги – это та самая выдержка, упорство, стойкость, которая позволяет продвигаться, держаться за этот путь. И таким образом вот это 5 столпов, основ йоги
И самоотдача – это центральная опора, сама суть йоги, движения в йоге. Surrender does not imply that I will not make any effort anymore. Самоотдача, вверение себя Божественному, не подразумевает того, что мы больше не совершаем каких-либо усилий со своей стороны. It rather implies that all the efforts of my life will be to increase this surrender more and more. Скорее, это означает, что теперь все усилия моей жизни направлены на то, чтобы усилить, увеличить, приумножить это стремление, и совершаются во имя все большего приближения, движения к Божественному. It means that if I have surrendered something to the divine, then all that is there with me right now belongs to the divine. И это означает, что если я совершаю подношение Божественному, то все, что в данный момент у меня есть, принадлежит Божественному. So I cannot misuse it anymore. И, соответственно, я не могу испытывать чувство нехватки чего-либо, сожалеть о чем-то. So if I have surrendered my mind to the divine, it means that I cannot allow thoughts which are contrary to the divine presence. Например, если я преподнес свой разум Божественному, верил свой разум Божественному, то больше у меня не должно в разуме быть мыслей, которые противоположны Божественному, которые отрицают Божественное. Thoughts that are not consistent with the divine presence are dark thoughts, depressing thoughts, what are called as negative thoughts, doubts. Naturally, if I have surrendered my mind to the divine, I would like the mind to be beautiful, full of harmonious thoughts. Соответственно, не должно быть мыслей темных, негативных, депрессивных, которые противоречат Божественному присутствию. Естественно, если я преподношу свой разум Божественному, я хочу, чтобы мой разум был прекрасен, исполнен гармонии, красоты, чистоты и исполнен таких прекрасных мыслей. Surrender of the heart to the divine means that I cannot allow feelings of lowness, hatred, jealousies, all these ugly feelings to enter my heart, because my heart is given to divine. Если я вверяю свое сердце Божественному и подношу свое сердце Божественному, естественно, мне не нужно больше допускать в своем сердце таких чувств, как одинокость, как зависть, как злость, гнев. Естественно, все чувства моего сердца должны быть прекрасны, подавать как подношение Божественному. It means that my will, the will that is given to me, I cannot use that will randomly at the mercy of desires. It has to be obey the divine will. И это означает, что та самая воля, которая дана мне, должна быть использована не для каких-то целей осуществления личных желаний, а для того, чтобы служить этому действу при подношении себя Божественному, чтобы соответствовать воле Божественному. It means that when the body is surrendered to the divine, I would not misuse it or abuse it, because it is now divine's instrument. И это означает также, что если я
преподношу свое тело божественному, вверяю свое тело божественному, значит, я больше не могу обращаться со своим телом таким образом, чтобы как-либо оскорблять его, неправильно его использовать, мучить его, поскольку теперь оно принадлежит божественному, и мне нужно обращаться с ним гармонично, бережно. One may ask that if I have surrendered and yet I have to do all this, then what is the purpose of surrender? У кого-то может возникнуть вопрос, если я преподнес себя, все в себе божественному, и при этом мне необходимо прилагать все вот эти усилия самому, то какой смысл тогда в этом введении, преподношении, самоотдачи всего божественного? The answer lies in this truth that when we surrender to the divine and all the parts to the divine, all the movements to the divine, then the divine takes them up and then he transmutes them. Но смысл самоотдачи в том, что когда мы преподносим действительно себя божественному, стремимся верить, преподнести ему все свои части, все свои движения, внутренние, внешние, тогда уже сам Божественный принимает все это в себя, и он сам трансформирует все в нас и всех нас. So when we give our thoughts to the divine consciously, meaning thereby we think of the divine and his ways, then this mind gets transmuted into a mind of light, a mind which is luminous, a mind which is more and more vaster and permeated with truth. It becomes a truth mind. Таким образом, если мы преподносим свой разум божественному, то уже божественный своей преображающей силой трансформирует его в разум света, светоносный разум, и наполняет своим светом, своим присутствием, превращает его в разум истины. When we surrender the human heart, the human feelings, and in its place we clean it with nice, beautiful, harmonious feelings inside, then this human heart is taken up and it becomes a vessel for the divine's nectarous love and ananda to pour into it. И как преподнося свой разум, мы наполняем его мыслями о божественном, о его путях, обо всем, что с ним связано. Также, когда мы преподносим свое сердце и наполняем его чувствами к божественному, прекрасными чувствами, красотой, то Божественный также принимает его и преображает своей энергией, своей милостью в этот чудесный сосуд для нектара своей божественной любви. When we surrender our will to the divine and turn it away from the craving desire soul for serving the divine, then this will becomes more and more powerful because it becomes one with the divine will and its omnipotence. Когда мы преподносим свою волю божественному, то наша воля отстраняется от всех жажд, алканий, нашей души, желаний, этого центра эго в нас. И она становится божественной милостью, божественной работой, божественным вмешательством, все более единой с волей самого Божественного. И когда наша воля соединяется с волей Божественного и становится его всемогуществом. When we surrender our life and use it for serving the divine, then life begins to grow luminous and strong and forceful, a channel for the divine.
свою жизнь божественному, то вся наша жизнь наполняется светом, сладостью, энергией, силой, и она служит к божественному, устремлена к божественному. Its sign is that it is released from the chains of pleasure, pain, and indifference, and life grows beautiful and delightful. И главным признаком того, что наша самоотдача нашей жизни действительно совершается, является то, что наша жизнь освобождается от боли, удовольствия и безразличия. И can you repeat the last? Yes, so it becomes freed from the chain of pleasure, pain, and indifference and grows into the delight of the divine. И таким образом наша жизнь освобождается от этих уз боли, удовольствия, безразличия и превращается в божественную сладость божественного, его блаженства. And the body, which is given to the divine and his work, automatically begins to obey a more harmonious law. It begins to become naturally healthy, happy. Even the body begins to become happy and peaceful. Если мы вверяем свое тело божественному по-настоящему и божественной своей работой, своей милостью создает, направляет нас, наше тело так, что оно начинает жить и двигаться в гармонии. Само наше тело начинает естественно обретать здоровье и обретать это чувство гармонии, счастья и покоя, даже само тело. The sign that our surrender is moving in the right direction is, first of all, fearlessness. Признак того, наша самоотдача движется в правильном направлении. Самый первый признак – это бесстрашие. Мы утрачиваем боязнь, страх, становимся бесстрашными. Because once one has surrendered to the divine, it implies that now it is the divine's responsibility to do with us what he wills. So there is no fear. Поскольку если мы по-настоящему вверяем себя Божественному, то теперь все, что с нами происходит, это исключительно в руках Божественного, только в его ответственности, в его ведении, и поэтому все это теперь только его дело, и, соответственно, нам больше нечего бояться. The second sign is a growing equanimity amidst all the ups and downs of life. Вторым признаком истинной самоотдачи является то, что в нас появляется спокойное, уравновешенное, ровное отношение ко всем взлетам, падениям, которые могут происходить в жизни. Среди всех событий и движений жизни мы пребываем в этом уравновешенном, спокойном состоянии. The third sign is a state of calm serenity and a inner felicity, an inner joy. И третий признак – это то, что при правильной самоотдаче мы обретаем это внутреннее умиротворение, внутреннюю радость, тихое внутреннее счастье. And the fourth and important sign is a change in our human character with its tendencies, attitudes, habits. They begin to change. Знак, то, что наша человеческая натура начинает ощутимо меняться, наши
привычки, реакции, отношения к тем или иным вещам, явлениям, все это ощутимо меняется. Many things begin to drop off from our nature and new things begin to emerge in our nature as we proceed with surrender. По мере того, как мы продвигаемся в своей самоотдаче божественному, многие вещи в нашей жизни начинают меняться, многие вещи исчезают из нашей жизни, и что-то новое, очень интересное, наоборот, начинает приходить в нашу жизнь. This is inevitable because as we surrender and in proportion as we surrender, the divine begins to take up our whole nature more and more. И это естественный процесс, поскольку чем более мы вверяем себя Божественному, тем больше Божественный принимает нас в себя, и, соответственно, Он наполняет нас и всю нашу жизнь собой, всей своей красотой, блаженством, гармонией, миротворением. As a result of this inner quietude, peace, tranquility, the veiled psychic entity comes forward. Yes, Yes. I can hear you now. Yes, we can hear you. So, as a result, the veiled psychic entity begins to come out more and more. И благодаря всему этому процессу наша сокровенная истинная душа, психическое существо в нас, как его называют Шри Ауробиндо, And начинает все больше выходить из-под покровов и проявлять себя все более явно в нашем существе. And we begin to feel the divine presence more and more in our life in various ways. И мы начинаем все больше ощущать божественное присутствие в себе и в нашей жизни в различных формах и аспектах. A beautiful manifold relation begins to develop with the divine. Начинает создаваться, развиваться все более прекрасное и многостороннее единение, взаимоотношения с Божественным. We begin to know him not only as master, but friend and mother and father and lover and playmate and beloved. И мы все больше узнаем его не только как нашего Господа, Владыку, но и как верховного друга, и мать, и отца, и товарища по играм, и возлюбленного. Всевозможные отношения божественные наполняет собой для нас. At this stage, no more effort is needed. Whatever one does, whatever one speaks, begins to become a means for the divine to play with us and with the earth. На этом этапе нам больше не нужно совершать усилий. Все, что мы делаем, все, что мы говорим, все это становится средством игры Божественного с нами и с миром, и самопроявления Божественного через нас, в игре с нами. So one may ask that if I am unable to clean the temple, if I continue to have dark thoughts, if my heart continues to be squeezed into narrowness, what should I do? И может возникнуть такой вопрос, а если у кого-то не получается очистить свой внутренний храм, не получается избегать или освободиться от негативных, темных мыслей, от сомнений, не получается освободить сердце от этой скукоженной узости и
эгоистичности. Что же нам делать? We have to do three things. One, we need to look inside for insincerities. So we spoke about the 5 pillars. Now comes the basement, which is so important, foundation, sincerity. И тогда нам необходимо делать 3 вещи. И самое первое из них – это внимательно вглядываться в себя и стараться ясно видеть в себе все проявления неискренности. Мы сказали об этих столпах йоги, но самое главное основание, на котором стоят все эти столпы, это искренность. We have to ask ourselves, do we really want the divine? Нам нужно спросить себя, мы действительно хотим Божественного? Or am I too much attached to something which is preventing my surrender? Или, похоже, может быть, я все-таки слишком привязан к чему-то, и это не дает мне совершить полную самоотдачу. And then try to put in whatever little effort we can, and then offer all our insincerities and difficulties at the feet of the divine. И тогда мы со своей стороны пытаемся совершать то, что мы можем, пусть своими скромными силами, усилиями, но главное, мы преподносим все эти проявления неискренности, все трудности, с которыми мы встретились, мы смиренно преподносим к стопам Божественного. We can tell the divine that I would want to have beautiful thoughts, beautiful feelings, but I am too attached or too habitually prone to negative thoughts. Perhaps my company is not good and I am unable to detach myself. Help me, Mother. И мы можем сказать Божественному, что я пытаюсь, но вот не могу избавиться от таких, у меня по-прежнему эти негативные какие-то мысли, может быть, это уже какие-то привычные формации, может быть, моя компания не столь хороша, и помоги же мне, Мать, я стремлюсь к Тебе. So there is a difference between not putting any effort and saying I have surrendered, divine has to do everything, and where I try my little effort, however little, and then I seek the help of the divine to help me. Есть разница между тем, когда мы пытаемся сделать, когда мы говорим, что вот я совершил самоотдачу Божественному, и все, я больше ничего вообще не делаю, Божественное все теперь делает само за меня, для меня. И тем, когда мы пытаемся сделать то, что мы можем, хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть, стараемся, прилагаем какие-то силы, стремления и преподносим все это Божественное. When we don't put any effort, it means that our will resists the divine, it has not really given itself to the divine. Если мы не совершаем никаких усилий, это означает, что наша воля в действительности сопротивляется движению Божественному, и мы в действительности не совершили никакую самоотдачу Божественному. And faith, will, and the idea within, they are the 3 main battery powers of the yoga. Faith, will, and the idea on which the mind dwells. И в действительности вера, воля и движущая идея внутри – это 3 основных двигателя йоги. Это вера божественная, это воля, стремление к достижению его и идея о достижении божественного, на которой ум начинает сосредотачиваться.
Of course, if we cannot do even this, the divine does not abandon us. Конечно, если мы не можем сделать даже этого, Божественный все равно не отвергнет, не забудет нас. He cannot abandon us because from his point of view or from his perspective, we are nothing else but his portions. Божественный, конечно же, не может отказаться от нас, забыть про нас, поскольку с его точки зрения, в его видении мы его же часть. But the path becomes long, riddled with difficulties. That is the only problem. When we surrender dynamically, then it's a joyous, happy path. When we surrender passively, that I will not do any effort, divine will do everything, then the path becomes difficult and sometimes truly dangerous. Если кто-то только пассивно совершает такую самоотдачу и говорит, что теперь все божественное сделает за меня, а я сам ничего не буду делать, то это лишь делает путь очень длинным и исполненным сложностей. Если кто-то совершает динамическую самоотдачу в настоящих действиях, по-настоящему стремится, то этот путь становится радостным, вдохновенным. И, конечно же, это самый короткий путь. А если кто-то ждет, что все для него будет сделано божественным, а сам считает, что ему ничего не нужно делать, то путь может быть очень долгим и с очень многими трудностями, и даже иногда опасным. The final transformation comes when we make the last surrender of the sense of ego, I-ness, minus, and all our identities fuse into one single identity, the divine, as portion of the divine. Финальная трансформация происходит тогда, финальное преображение совершается, когда мы совершаем последнюю самоотдачу, последнее приношение Божественному и вверяем, отдаем Ему само наше эго, все ощущение себя, все ощущение «я», «моё». И когда мы вверяем все это Божественному, то отказываемся от ощущения себя как вот эта личность, и это позволяет превратиться в ограниченной личности, в божественную личность, соединиться с ней. Когда все остается только одна личность, вместо всего этого, что мы думали о себе, только остается божественное. So this is from the surrender perspective. Its great culmination is to see the divine everywhere and in everything. С точки зрения самоотдачи, ее кульминацией становится это великое осознание, реализация, когда мы видим божественное во всем и всюду. So now if there is any question, there was second theme also, I don't recollect now, about of the conference. На конференции я сейчас не могу вспомнить. О чем еще? What are the signs of the supramental descent at present? Paradoxically, the first sign of the supramental manifestation is a confusion. Парадоксально, но первый признак супраментального проявления – это хаос и путаница. Let me explain. Позвольте объяснить. The old world order was built by the mind and its ideas. Прежний мировой порядок был исполнен, выстроен умом и его идеей.
And it was an order. It was a kind of order in which we were living. И это был все равно своего рода порядок, нечто упорядоченное, некая структура, в которой мы жили. Evidently, this was imperfect, otherwise world would have become a beautiful place. И весьма очевидно, что этот порядок был несовершенен, иначе мир был бы прекрасным местом. So the supramental power, force, consciousness begins to shift everything according to the new order, according to the law of truth. И супраментальная сила, энергия, сознание, исходя, проявляясь, начинает двигать все согласно своему новому порядку, порядку истины. It is like a child arranging his room, and then if the mother enters, she modifies it, and the child thinks it is disorder. Это как маленький ребенок как-либо размещает вещи, игрушки в своей комнате, а потом туда заходит его мама и видит, что там такой на самом деле беспорядок он устроил, и начинает все раскладывать по своим местам, как это действительно должно быть правильно, а ребенку кажется, что все приходит, наоборот, в беспорядок. For example, mankind has played with the idea of democracy, it has played with the idea of socialism, it has played with the idea of communism, it has played with the idea of theocracy, it has played with the idea of dictatorship. None of them have been able to solve the problem of mankind. Например, человечество играло с самыми разными идеями, с идеей демократии, с идеей социализма, с идеей коммунизма, с идеей теократии, с идеей диктатур. И ни одна из этих идей не смогла разрешить проблем человечества. The reason is that they are ideas minus the divine element. И вся причина в том, что во всех этих идеях отсутствовал божественный элемент. They all carry a partial truth, but not the whole truth. В них всех имеется определенная частичная истина, но не полная истина. So there is a great pressure to modify these structures and institutions, and whatever cannot be modified will be broken down. И сейчас происходит мощное давление на все эти структуры, устроения, институты, чтобы их преобразовать в то, что видит истина, а то, что не может быть преобразовано, то будет сломано. The same applies to our ways of thinking, ways of social living, ways of habits, customs. All this is going to change, and so it may create a confusion temporarily. И то же самое относится и к нашим способам мышления, ко всем отношениям, социальным отношениям, структурам. И, соответственно, давление на них, изменение их может вызывать то, что кажется беспорядком, хаосом, но это лишь временная стадия. But if we look carefully, we will also see, along with this confusion, some new ideas which are beginning to enter into the mind of the race. Вместе с тем, если мы посмотрим, то наряду с этим видимым хаосом можно увидеть, что новые идеи проникают в разум человечества, какие-то новые проявляются вещи.
For example, we see the breakdown of religion in an institutional, organized, traditional, ritualistic form. But we see a surge in the spiritual seeking in mankind. Например, мы видим, что религия, как прежняя форма, основанная на определенных догмах, ритуалах, фиксированных формах, фактически становится несостоятельной и показывает свою несостоятельность. Но вместе с этим проявляются стремления в человечестве к духовным поискам, которые тоже становятся все более распространенными в человечестве. And this spiritual seeking will set man free eventually. Not governments and machineries, but this increase in spiritual seeking will ultimately set mankind free. И именно этот духовный поиск, эти внутренние духовные искания человечества и принесут свободу человечеству, а не какие-либо правительства, какие-либо механистичные устроения, организации. Только вот этот духовный поиск в итоге сделает человечество свободным, расширяясь все больше в человечестве. In the field of health and the field of psychology, we see the entry of alternate approaches, which includes things like meditation, faith. These things have begun to enter in the field of faith, in the field of medicine and psychology. Если мы посмотрим на сферу здоровья, здравоохранения, медицины, сферу психологии, то в эти сферы стали проникать такие высокие новые явления, как медитация, самоисследование, meditation, what else? Yes, meditation, even the role of faith, all these are being experimented upon. We see that more and more people are beginning to accept the possibility of life after death, scientific research, that there is a possibility of life beyond death. Также идея веры также начинает проникать даже в медицину, в психологию, наряду с медитативными практиками. То есть даже эти сферы знаний открываются тем более высоким пониманием. И также даже в научном знании все больше приходит осознание, понимание идеи жизни после смерти. И даже наука уже исследует это, допускает это и все больше осознает, что это. We see new ideas entering the field of education. Также мы видим, что в сферу образования проникают новые идеи. And we see that the old equation between man and woman is beginning to shift and change. И мы также видим, как прежние отношения между мужчиной и женщиной начинают меняться. We see children in the present who are more and more wider in their thought, and they are coming up with unusual creative ideas. Мы также видим, как сейчас дети начинают проявлять все большую широту мысли, и часто дети представляют какие-то новые, необычные идеи, достижения. What is known as a child prodigy? What does it mean? An exceptional child who is beginning to, show early signs of a genius. Exceptional children. More and more. Да,
мы видим такой феномен, что все больше становится необычных, сверходаренных детей. For example, I know quite a few 10-year-old, 12-year-old children who are reading Savitri. In the Indian setting, I know, yeah. Много детей здесь у нас в Индии, которые в 10-12-летнем возрасте уже свободно читают Савитри. So, if we are expecting that this change should show on the surface and in large masses, that's going to take time. But the change has begun. The shift has begun. Поэтому, если мы хотим увидеть проявления, эти изменения в широких массовых масштабах, то это может потребовать некоторого времени, но в действительности это изменение, этот процесс уже идет и в очень многом уже проявляется. The most latest change that we see is nations searching for their true identity, their soul, and the failure of democracies which is becoming evident. То, что совсем недавние процессы мы видим, во-первых, как отдельные народы, нации стремятся найти свою самоидентификацию, постичь свою национальную душу. И вместе с тем мы видим крушение того, что считается социальной системой, которая считается демократией, считалась демократией. While the old world order is clinging and trying to keep the divisions intact, but the new world order is beginning to assert, for example, this meeting where what joins us is not our national identity or our culture or language, but something deeper. И сейчас прежний миропорядок еще цепляется и пытается удерживаться, продолжаться, но новый миропорядок проникает и утверждает себя все больше. Например, вот сейчас на нашей встрече, то, что нас привлекло на эту встречу, то, что нас соединяет, это не какие-то культурные, национальные вещи или языковые, а это нечто более глубокое. And this deeper connection is not based on common religion, not based on common culture, not based on common language, or a heredity, or co-location, but something like a soul connect. And this is the true basis of brotherhood that we will see one day realized. И наша эта глубинная связь не основана на какой-то национальной общности или религиозной общности, или языковой, или культурной, или на том, что мы живем на одной территории, а это глубинная связь души, которая и проявляет себя, организует нашу жизнь и является основой для подлинного братства. So these are some of the signs. I could have a whole talk on this. I have had a talk. It must be on aroma. But these are some of the signs that a new consciousness is awakening in mankind. A consciousness which will lead to unity, brotherhood, true freedom, and true equality. Yes. Это вот те знаки, которые мы сейчас можем видеть. Я лишь немного о них сказал. В действительности у меня есть целая беседа на эту тему, которую можно посмотреть на Аурома. И это то проявление, то движение, которое приносит и принесет
нам единение, подлинное братство, подлинное равенство и подлинную свободу человечества. The more we grow towards spiritual evolution, as shown by the mother and Sri Aurobindo, the more number of people take to this spiritual evolution, the more we will hasten this new world. И чем больше мы движемся в этой духовной эволюции, о которой говорят, которую движут Шри Ауробиндо и Мать, тем больше людей участвуют осознанно в этой духовной эволюции, тем больше мы возвышаем нашу жизнь и ускоряем этот процесс духовной эволюции в нашей жизни. And the more we remain attached to the old ways of life, whether it be religion, custom, tradition, the more we will delay this process. Чем больше мы поддерживаем связь с прежним, со старым порядком, чем больше мы цепляемся за привычные религиозные, культурные, еще какие-то свои привычки, идеи, воззрения, тем больше мы замедляем этот процесс духовной эволюции. To complete, it is just about 50-60 years or maybe 70 years since the supramental manifestation has taken. It has happened. It is a very brief moment if we look at the earthly time. Let's wait for a couple of 100 years and even the blind will see. И в завершение скажу, что сейчас всего-то 50, 60, 70 лет прошло с момента сакраментального проявления. С точки зрения времени в масштабах всей Земли, планетарного времени, это крошечный момент. Давайте подождем еще хотя бы 100-200 лет, и тогда даже слепой увидит воочию все. Okay, so I think that's about it. If there is one quick question I could take, otherwise we can. Можно еще ответить на один краткий вопрос, если есть, или уже тогда завершить. Шри Ауробиндо писал об особой миссии Индии. В чем Shri Aurobindo has written that India has a special role in the spiritual evolution of humanity, in the future of humanity. What would you tell about it? How one can see this special role of India? One thing which I see now is all around India there is fire and destruction going on, but somehow India is being protected to start with. So, yes. Я вижу, что повсюду, по всей Индии огонь, разрушение, но каким-то образом Индия все равно защищена. Yes. Это можно сказать. Yes, there is in India an awakening towards Sanatan Dharma, not the religious type, but the inner core of Sanatan Dharma. That is going on in a very big way in India. Awakening to Sanatan Dharma. Можно видеть, в Индии в очень широких масштабах происходит пробуждение к санатана дхарме, о которой говорит Шри Ауробиндо. Это вечное духовное движение, духовный путь и истинный духовный путь, который существует извечно. Это внерелигиозное, и вот в Индии сейчас очень широко происходит осознание, пробуждение к этой нерелигиозной духовности, духовному продвижению. Also one is seeing the rise of certain leaders who are beginning to look at things from the point of view of dharma and not merely a rational constitution. They are seeing from the point of view of dharma.
И также можно видеть, что появляются лидеры, которые смотрят на все, на развитие общества с позиции дхармы, то есть истинного пути действия, а не просто с позиции рациональности, конституционной. What about Modi? He is one of them. Loaded question. Yes, I do believe he is one of them. But there are better ones which are waiting in the line. Modi is one of them, but Modi had come to prepare. Но он пришел приготовить почву, и уже выстроились в очередь еще более продвинутые лидеры. Great news. He came to open a door in a certain direction, but there is somebody else who will fulfill it. Yeah. Направлении, но есть кто-то другой, кто примет и разовьет это движение, да, примет эстафету. Okay, so we will. Thank you very Yeah, much. thank you. See you. Yes, see you. Very Happy happy Darshan. Happy Darshan. Happy Darshan. Hope to see all of you in December. Yeah. Yes, you come to it, yes. See you. Yes. And hope to see you all sometime in Russia. Okay. Yes, Yeah. idea. Okay. Yeah. Again. Yeah. All right. Thank you so much. We Yes. preach to the mother to Yes. It will all happen. These are things which will pass away. All right. Jai Ma.